Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о народных приметах на 22 мая. Поговорим о том, что нужно сделать в этот день, чего нельзя делать в этот великий день, в день Святого Николая Чудотворца, а также на какие народные приметы нужно обязательно обратить внимание. Друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 22 мая в народе празднуют Николу Вешнего. Дата имеет и другие названия, такие как Николай Угодник, Никола Весенний, Никола Теплый. Народное название православного праздника Святого Николая Чудотворца Никола Вешний. В этот день было принято молиться и ходить в церковь, желательно всей семьей. Девушки просили у святого счастливого брака, а другие здоровья для себя и для своих близких, а также мира, изобилия и достатка. Также к Николаю часто обращаются моряки, ведь они просят защиту в дороге. А еще в этот день было принято освящать лошадей с помощью святой воды, потому как Николай считался покровителем лошадей. Семьи, которые жили в сельской местности, с этого периода могли не переживать о том, чем прокормить семью или домашний скот, ведь появлялось много свежей травы вокруг. Внимательно следите в этот день за погодой, животными, обращайте внимание на их поведение и подсказки. Вскоре это очень вам поможет. Хорошему урожаю овса будет слышно, как заквакали лягушки. Гречку можно начинать сеять, если к этому дню зацвела ольха. Лето будет урожайным, если дождь пойдет, а вот если погода будет солнечной, то лето все будет теплым. Крепким будет здоровье, если утро будет влажным и туманным, и вы умоетесь росой. На Николая Весеннего садили картофель. В этот день нельзя было брать острые предметы в руки. Не относился этот запрет к ножам и садовому инвентарю. Если в этот выходной у вас по плану отправиться в сад, чтобы привести его в порядок, то направляйтесь и ни в чем себе не отказывайте. Покосите газон, полейте все цветы и деревья. Если есть ягоды, то уберите вокруг сорняки и сделайте так, чтобы они получили максимально света и не были в тени. Если выходные будут проходить в саду, на огороде или участке, будьте внимательны с разными жуками и клещами, особенно с детьми и животными. Лучше запаситесь спреями и вечером осмотрите тело всех членов семьи и животных. Потому что у насекомых сейчас самая активная фаза. Их наблюдается большое количество, и нужно максимально обезопасить себя от плохих последствий. Не стоит сегодня посещать парикмахеров и делать стрижки. День не подходит и для таких процедур. Поэтому перенесите свои изменения на другой день. Сегодня лучше все оставить натуральным. Сегодня можно уделить время лицу и волосам. Нанесите на лицо омолаживающую или успокаивающую маску. Походите минут 20, и ваше лицо точно будет в восторге. Сегодня можно сделать массаж лица, различные круговые движения вдоль скул, век и носа. Желательно такую процедуру выполнить сразу после пробуждения. Это поможет прийти в чувство и убрать отеки с лица, синяки под глазами и вмятины после подушки. Обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом для лица. Погода уже радует, но лицо обязательно нужно оберегать от попадания прямых лучей солнца. Но не забывайте про солнцезащитные очки, зрение тоже нужно беречь. Нежелательно в этот день давать деньги в долг, иначе вскоре можно будет попрощаться со всеми сбережениями. А вот тот, кто сегодня их вернет, того застанет счастье и достаток в будущем. Чем больше, и вам больше не придется занимать денег. Поэтому сегодня не стоит жертвовать собой и лучше провести день в кругу семьи. Отключить телефон, и тогда не придется с кем-то сегодня созваниваться и общаться. Если же вы оказались тем счастливым человеком, которому должны вернуть деньги, то смело забирайте в этот день. Таким знаком вы сделаете хорошо человеку, который приехал отдать вам должок. Вечер очень хорош для встреч в неформальной обстановке. Общение со старыми и новыми знакомыми будет очень приятным.
Не исключено, что вы узнаете что-то новое или получите советы, к которым стоит точно прислушаться. Позвольте себе заразиться спокойным настроением других людей и постарайтесь обуздать свои внутренние беспокойства. Проблем в семье ждать не стоит. Ваше здоровье в полном порядке, переживать о нем не стоит, поэтому постарайтесь побольше в этот день отдыхать, а вечер принесет немного усталости и раздражения. Особенно напряженные вечеры будут для влюбленных людей, которые могут ссориться из-за пустяков, обижаться друг на друга и выяснять отношения. Эмоции сильны и часто мешают прислушаться к голосу здравого смысла, но выигрывают те, кто хотя бы попытается исправиться. В личных отношениях полезно сейчас проявлять инициативу. Страсти, благие намерения управляют вами сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы просто способны сегодня вечером читать мысли других, прежде чем они откроют свои рты. Ваше мнение очень многое значит для вашего любимого человека, поэтому всегда старайтесь выражать его очень корректно и точно, не затрагивая его любимые темы и его друзей. Сегодня вечером вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор вне зависимости от того, насколько вы к этому готовы морально и физически. Поэтому, если вы почувствуете, что философский вечер вам не выдержать, лучше ничего не надо начинать. Сегодня с вами может произойти нечто очень радостное, светлое и неожиданное, что внесет значительные изменения в вашу личную жизнь. Вы можете при желании провести несколько часов с близкими людьми, ничего не делая. Побольше уделите сегодня внимание близким людям. Это поможет вам полностью снять ваше внутреннее напряжение. Побалуйте себя чем-нибудь, чтобы улучшить свое самочувствие. Разум и чувства особенно работают в контакте сегодня вечером, поэтому постарайтесь провести вечер на природе. Как вариант, вы можете устроить пикник. Только не носите сегодня тяжести и, пожалуйста, поберегите спину. А еще одевайтесь сегодня по погоде, если будет ветрено или дождливо. А именины сегодня отмечают Николай, Северина, Сергей и Денис. И вы знаете, в эту священную дату верующие ни в коем случае не должны употреблять спиртные напитки. Также нельзя думать сегодня о плохом, обижаться, конфликтовать и ссориться со своими родственниками. Не нужно в этот день вспоминать и о плохих событиях, лениться, шить и вязать. Также запрещается брать в руки и острые предметы. В противном случае человек может навлечь беду на всю семью. Также нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне о ней просит. Те, кто откажут в помощи, будут испытывать нужду и терпеть неудачи в течение нескольких лет. Православные верующие не должны в этот день игнорировать молитвы, особенно в церквях. Молиться нужно с раннего утра и до самого вечера, если есть такая возможность. Просите обязательно о крепком здоровье, а также о счастливой жизни. Также в этот день, 22 мая, нельзя грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях и лениться. Единственное, от чего стоит отказаться касательно работ по хозяйству, это вязание и шитье. Нежелательно пользоваться ножницами и другими колюще-режущими предметами. Также в этот день нежелательно ни в чем отказывать, конечно же, в разумных рамках, особенно детям, так как Николай Угодник является их покровителем, поэтому всем ребятишкам нужно сделать подарки. И не обязательно покупать что-то дорогостоящее, пусть это будут какие-то простые презенты. Например, это может быть сувенир какой-то, игрушка или любимое лакомство. Ну и, конечно же, в этот день неуместно предаваться буйному разгулью. Неприемлемы танцы до упада, сильное алкогольное опьянение и громкие песнопения. Также в этот день нельзя стричься или укорачивать ногти, иначе можете лишиться здоровья или нескольких лет жизни. Причем, чем масштабнее будут изменения во внешности, тем короче окажется век. Также не рекомендуется до 22 мая шить, вязать, вышивать и вообще творить что-либо с использованием острых предметов.
Также в этот день не стоит надевать ветхую или даже просто не совсем свежую одежду. Наши предки верили, того, кто ослушается этого запрета, накроет недуг или финансовые трудности. Также в этот день ни в коем случае нельзя завидовать, иначе судьба подарит такие проблемы, которые займут все мысли, и ни на то, ни другое времени уж точно не останется. Вот такой, друзья, у нас с вами народный календарь на 22 мая. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 22 мая 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидают 21 и 22 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Пришло время сейчас активности, неукротимого движения вперед и ввысь. Сегодня день какой-то степени проявления храбрости, бесстрашия, добровольной жертвы, а также отказа от собственности. Это день революционных перестроек, упорства в достижении цели, а также умения добиваться триумфа. Обычно в этот день устанавливаются рекорды и делаются самые знаменательные открытия. Ведь именно сегодня пробуждаются все скрытые до сих пор у вас силы, резервы, потенциалы. Главное вовремя воспользоваться этими проснувшимися возможностями, направить их на благое, большое дело, а не распылять все по мелочам. Также это один из тех немногих дней, когда можно и даже нужно прервать свое одиночество. Это день самого активного и полезного общения, которое поможет понять вам многие вещи и раскроет перед вами новые горизонты для деятельности. Также обращаем ваше внимание, что в этот день, если вас обманули, украли у вас что-то, то знайте, что в скором времени вы об этом узнаете, потому что правда обязательно всплывет. И в этот день и особую силу имеют обещания, потому что несоблюдение их может обернуться самыми трагичными последствиями для вас. Так что будьте осторожны, не давайте напрасных клятв, в выполнении которых вы точно не уверены. Также, что касательно по лунному календаре стрижки волос, то этот день приветствует изменения в образе. Очень кстати будет сходить в салон красоты. Вы можете подстричься, сделать новую прическу или просто подровнять секущиеся кончики. У вас все обязательно получится. Даже незначительные изменения заметно дополнят ваш образ. Не возбраняется сегодня и наращивать волосы. Так вы улучшите кровообращение и питание волосяных луковиц. Если вы достаточно смелый, то нарастите несколько цветных прядей. Это сделает вас моложе в глазах супруга или коллег. Косметические процедуры произведут сильный оздоровительный эффект, и это значительно улучшит вид волос. Улучшая их состояние, вы сделаете заметный вклад в карму. Здоровье улучшится, деньги будут оставаться всегда при вас, а мужчины будут ценить и любить. Но все же постарайтесь уделить время друзьям, все-таки это их день. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями в светлые тона поможет привлечь к вам хороших и искренних людей. А вот в прическу можете добавить даже некоторые аксессуары. Например, это могут быть металлические шпилечки или заколки. И сегодня важное условие этого дня по лунному календарю: надо быть честным и справедливым, при этом даже в каких-то мелочах. Вот такой, друзья, у нас с вами день 22 мая по лунному календарю. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Также ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео будет интересно и полезно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно и полезно. Смотрите, там много для вас полезной и ценной информации. Всех вам благ, услышимся уже, друзья, в следующем видео.